Как тут интересно. Зачем я это сделал? Друзья, всем привет! Начал финальную битву с колонной фрезерного станка. Вы не смотрите, что здесь все так красиво. Как раз таки я в данный момент занимаюсь совершенно некрасивыми делами. Начал воевать вот с этой емкостью под СОЖ. Там внутри столько стружки, столько грязи, да еще и вместо СОЖ там масло налито. Ну и как обычно, накидал туда туалетной бумаги, жду пока впитается. Одновременно тут же пытался и бутылкой выкачивать, вот видите сколько удалось добыть маслица. Откачивал простой бутылкой, брал вот так вверх ногами и втягивал это масло. Ну, дело непродуктивное, когда уже совсем мало на дне, меньше 5 миллиметров, когда идет очень плохо. А вот вымакивается туалетной бумагой довольно-таки хорошо. Надо ее, правда, потом куда-то утилизировать в какую-то емкость, иначе оно обратно все вытекает с нее. Уже не разматываю, уже просто беру, разрываю рулоны на две части вот так примерно. И закидываю туда. Шпателем даже пытался выгребать, что там куча стружки. Ну, как-то не очень спасает. Но обратите внимание, уже вот там более-менее сухо. А здесь еще, конечно, нет. Но грязная работенка, ничего не скажешь. Хотелось бы этот этап побыстрее пройти. Я думаю, мы закончим сегодня все эти грязные этапы. И начнется роскошь. Не знаю, стоит ли начинать видео с таких грязных делов. Особо впечатлительные ребята могут сразу отстрелиться. Вплоть до отписки с канала. Это я знаю. Не все любят грязную работу. Все любят, чтобы жить в сказке, где все прекрасно. Где ЧПУ сами делают детали, вот, без всякого ведома даже человека. Прям с компа запрограммировал. Тоже, правда, очень легко надо, чтобы это было. Но мы идем сложным путем, ребят, получается. Мы все делаем вручную. Вот. Надо одевать очечи, а то по-любому рано или поздно краска в глаза прилетит. Уже практически собрал консоль. Дошло дело до замены подшипников. Как я уже говорил, хочу установить там, где они торчат куда-то на улицу наружу, сделать их закрытыми, ребята. Вот видите, например, вот здесь должен быть стоять подшипничек, и его бы хотелось бы закрытым поставить. Пришлось даже заморочиться, поехать в магаз, снять все размеры. Ну, вы сами понимаете, дело непростое. Закупил СКФ-овских подшипников. Со времен производства турбин я использую только в основном СКФ, когда есть возможность. Настолько там полированные канавки, что мне это очень нравится, ребята. На валу стоял вообще мега убитый подшибос. Он с такими характерными щелчками вращается. Ну, реально набило шариками ему здесь лунки. И он уже просто не вращается. Плюс, ребята, его очень тяжко было сдернуть с резьбовой части вала. То есть он вытаскивается вот сюда. И гайка с годами здесь расплескала витки, поэтому нельзя было сдернуть. Я, естественно, решил помочь подшипнику и бархатным напильничком здесь все зашлифовал. Теперь все гладенько, все хорошо. И подшипничек вставляется легко. Вот видите, закрытого типа. Не надо их смазывать, не будет ни пыль, ни грязь попадать. Размерчик соответствует оригиналу. Как-то тяжко идет. Старый там даже не держался. Так, приходится обязательно прогонять все резьбы, что все забито грязью какой-то. Болты сами убитые все. Ну, чем новые подбирать, искать, покупать, ездить, а их тут очень много, проще все почистить, заново прирезать. О, видите, тут что-то плохо крутится. Иногда вот так приходится прогонять ключиком, потому что иначе здесь никак не подлезешь. Такие вот космические технологии. Ну что, легко теперь пойдет? Ну, естественно. Да, ребятки, можно 1000 раз обсуждать, что там и как было в Советском Союзе, какое было качество. Но вот этот станок, ребята, он подтверждает одно, что качество зависело от людей. Станок повышенной точности, станок должен был быть очень классным, очень точным. Но если собирал его рукожоп, да еще и козел, ну, блин, вот так получается. Каждую деталь приходится дорабатывать, чтобы вы понимали. Вот эта деталь
только что мной протачивалась изнутри, потому что она зажимает подшипник. Он уже перестает вращаться. Потому-то он вот тот родной и был с квадратными шариками. То есть его элементарно пережали, передавили. С другой стороны, когда я его разбирал, пластина была вот в таком положении, потому что пытались уже настраивать, чтобы не зажимала подшипник, хотя, скорее всего, уже было поздно. И еще вытекает одна проблема. Так как пластина была вот так не полностью прижата к основанию, то ее погнуло усилиями работы станка. Вот и все, ребята. Я ее выравнивал, я ее сейчас изнутри протачиваю, подгоняю, хотя это должны были сделать там 50 лет назад на заводе. Ну, видимо, совсем уж козел там работал. Весь станок приходится дорабатывать. Вот с этим механизмом переключения я уже тут борюсь несколько дней. Вот, по чуть-чуть подхожу к нему. Ну, все было в очень печальном состоянии, ребята. Шестерня на шестерню не попадала. Несоосные, то есть там 15% работы шестерни или 50-60% работы шестерни. Пришлось делать вот эти втулки все новые, все подгонять, все гонять туда-сюда, все настраивать. Ну как так? Почему такая боль жестокая? А, и да, там же еще мечик вон там остался обломанный. Обломанный мечик говорит о том, что прям совсем уж классный рукожоп работал над созданием станка. Это уже, ребята, кстати, второй мечик. Женька Койот находил уже здесь один. Очень сильно он ругался. Я его понимаю. Тут же еще главное, чтобы люфтов не было. Вот в чем прикол. Возможно, сейчас придется еще раз шайбочку снять и торцануть ее. То есть это очень важно сделать прямо сейчас. Но никак не потом. Реально, друзья, очень много времени уходит на все эти подгонки. Видите, деталь какая. Я лишнего не снимаю, чтобы тело не уменьшать. Но вот здесь видно, что она была кривая когда-то. Попробую на пластилин. В идеале должно сплюснуться, ну прям совсем жестко. Ну хочется, друзья, чтобы было в идеале, понимаете? Ничего не могу с этим поделать, очень хочется. Ну... Видно, что десятку можно еще снять. Буквально каждый узел, каждый, ребята, приходится вот так вот брать, примерять и смотреть, все ли нормально. Вот, допустим, не нравится мне этот люфт. Надо подложить шайбочку, а как вы хотели? Все не так-то просто. Поэтому надо брать, выпрессовывать обратно шестеренку. Благо она уже от руки идет, я ее 10 раз туда-сюда выпрессовывал. И подкладывать шайбочку, которую я уже предварительно изготовил. Но она, скорее всего, не подойдет, будет слишком большая. Так, ладно, пока без... Не, надо со шпонкой сразу. Надо же, уже от руки вставляется. Вот это да. Сейчас, скорее всего, конский зазор вот здесь будет. Примерно 0,4 мм снять надо. Опять все вытаскиваем. Идем снимать, ставим обратно и так далее. До посинения. Благо шестереночка хорошо вытаскивается. Итак, ребята, каждый узел, абсолютно каждый. Вставил обратно, все прижимается. Люфт сильно уменьшился. Вот смотрите, какой люфт. Где-то 1/4 деления. Ну, такое, я думаю, меня устроит. Это уже не напряжно, нормально, приятно. Все, стало быть, этот узел можно окончательно собирать. Появилась лишняя шайба, потому что я изготовил новую. Ну, это же хорошо, это же плюс. Будете смеяться, но сделал самодельные гужоны. Потому что сейчас уже темно, ночь, ехать куда-то из-за этих маленьких фусик не хочется, затариваться. Да, они стоят копейки, но время, потраченное на их поиски и на покупку, стоит в 100 раз дороже. Мне нужно небольшое количество, поэтому сейчас использую, а потом закажу целую кучу на Алишке, например. Ну, если не забуду. Лунка есть. Хорошечно, я думаю, очень хорошечно. Ну что ж, ребята, похоже, что весь этот механизм окончательно собран. Крышечку пока что ставить не буду, потому что надо будет еще смазывать.
Может быть, что-то проинспектировать, посмотреть, что да как. Но теперь можно переходить уже к другим вещам. Я тут из колонны вынул нижний вал, разобрал его, чтобы снять подшипнички, ну и поставить новенькие. На шестереночке видно есть выработка, так что ее, скорее всего, тоже придется регулировать. Запрессовку подшипников удобно производить задней бабкой. Упер в токарный патрон и погнали, ребят. Усилие используется небольшое, все успешно запрессовывается, все хорошо, все красиво. Почему-то в начале более туго идет, потом вообще как-то легко. Там, где как раз таки должно быть напрессовано. Возможно, старость станка сказывается. Ох, ребята, вы, наверное, уже устали от проблем со станком, но я буду продолжать и еще раз продолжать насыпать вам новых интересных ништяков. Значит, смотрите, поставил вот эту нижнюю опору, чтобы проверить регулировку шестеренки. Все затянул, собрал, в общем, как надо. Шестеренка работает идеально. В этом плане повезло, люфт небольшой, в принципе, можно так оставить. Но если что-то не понравится, можно будет открутить вот эту шайбу и переделать ее. Немножко проточить, чтобы вал продвинуть туда. То есть от этой шайбы много чего зависит. Именно ей можно регулировать зазор в шестерне. Поэтому, если можно будет потом подрегулировать, то можно уже прямо сейчас собрать этот узел, посмотреть, как он себя здесь чувствует. Но, ребята, фишка-то не в этом. Фишка вот в этой детали. Смотрите, как она красиво выглядит. Я вообще обожаю такие вещи, если честно. Это говорит о том, что когда-то стол дергали вниз, он там приклинил и вырвал все на свете. Как я вам уже говорил, опорная шайба подшипника тоже была изогнута и чуть ли не вырвана. Я уже открутил болты, они, естественно, были заклинившие. И давайте рассмотрим деталь. Не знаю, что скажете вы, но в моем понимании это просто роскошь. Видите, как вырвало? Прям изнутри. Видимо, из-за концентрации напряжения, видимо, из-за острого угла вот так подняло аж прям там. Ладно, это я быстренько сейчас как-нибудь восстановлю с помощью сварочки, и мы продолжим. Хотя, по идее, надо бы изготовить новую деталь. Ну, может быть, и новую изготовлю. Хотя особого смысла в этом нет. Она не крутится, не вертится. Когда есть тик сварка, можно это быстренько все вернуть назад и поставить. Ну, вот так, получается, восстановил. Сварочкой там и там. Варил хастилоем, чтобы с надежностью. Можно теперь спокойно дочистить колонну. Здесь надо обработать вспученные резьбы. Когда покрашу колонну, можно будет все начинать собирать. И быстренько освобождать мастерскую от этого дела. Потому что до сих пор мастерская парализована. Она как парализована? Для великих дел парализована. Для каких-то мелких дел, мелких видосиков, в принципе, годится. А вот для великих типа болида R1 не годится. Ну, то есть вы уже поняли, что предложение типа обработай машинкой какой-нибудь не подходят здесь. Настолько мягенько можно счищать шабером, не трогая грунтовку. Плюс никакого шума, никакой пыли. Приятная работа на самом деле. Ну а сейчас, друзья, немножечко отвлечемся, потому что есть у меня небольшая, но крайне важная информация. Крайне важная для инженеров, для проектировщиков. Я надеюсь, таких очень много на моем канале. И вообще я не знаю, где они могут обитать, как не на моем канале. Короче, ребята, мой друг Дмитрий Палыч решил организовать конкурс для инженеров. То есть, если ты умеешь проектировать в SolidWorks, если разбираешься в устройстве автомобиля, если есть особенно конструкторское образование, ну это как я думаю, образование электронщика, ну либо если просто знаешь, вдруг так оказалось, как, что и где устроено, то милости просим, ссылочку в описании, там у Димы на канале будет более подробно все описано, как будет происходить конкурс. Я лишь от себя добавлю, чтобы вам лишний раз не ходить по ссылочке, что нужно будет спроектировать хороший квадроцикл на электротяге порядка 25 киловатт, хороший электродвигатель BLDC порядка 25-30 киловатт. К нему, естественно, регулятор оборотов электронный. И к нему же зарядку. Все это будут разные конкурсы. Ну, то есть понятно, кто соображает в электронике,
тот, возможно, не соображает в механике. Кто соображает в механике, не соображает в электронике. То есть это будет такой концепт-проект для инженеров, но проектировать нужно будет в отдельности. Отдельно электромотор, отдельно регулятор, отдельно зарядку. Ну и отдельно квадроцикл. Небольшой двухместный квадроцикл спроектировать. Лично я сейчас свою формулу R1 проектирую и тоже бы хотел бы кому-нибудь заплатить денег, чтобы мне ее спроектировали, и я бы реально их заплатил. Но я знаю, что то, что у меня в голове, я не могу перенести другому в голову. Но, возможно, у Дмитрия получится собрать такую компанию, команду инженеров, и мы сможем все вместе работать, все вместе взаимодействовать. Я очень сильно надеюсь на это. Конкурсы, ребята, денежные. Даже предварительные эскизные проекты будут стоить немало денег. Так что, друзья, переходите по ссылочке в описании, интересуйтесь и обязательно участвуйте, если чувствуете в себе силы инженеров. И может быть тогда у нас тоже будут некие частные компании. Ребята, все зависит только от вас. Короче, такие новости, друзья. Мне эта идея очень нравится. Я, правда, участвовать не буду. Ну, а вы переходите по ссылочке и попробуйте. Ну а мы продолжаем. Часто меняю сторону, то есть пошабрил вот здесь, Потом перешел вот так. так, ребята, меньше спина болит просто. То есть мы не застаиваем спину в одном положении, и все нормально работается. Вот. Но напряжно все равно, чем ниже, тем труднее. Но тут уже надо потерпеть, уже окончательно выдавить из себя все силы и доделать колонну. Шелуху всю снял, можно и машинкой побаловаться. Шкурки отлетают только в путь. Наверное, пару десятков уйдет. Пока тепло и более-менее светло, надо разобраться вот с этой закваской. Пойти окончательно промыть детали от химии. Я их тут хорошечно, даже можно сказать очень хорошечно заквашивал. Уже, наверное, недели 2 стоят, так я еще и грел печкой. Посмотрим, как отмылись. Все равно с подшипников не растворилось. Ох ты, какое оно. О! Вот это да. Да, была бы горяченькая вода, можно было бы прям по-быстренькому все это оттереть. Может, щетками какими-то? Не, ну хорошо работает. Да, прямо весь жир превратился в непонятную субстанцию. Красота, лепота. Цепура больше всего интересует. Ушочить она была грязная, а сейчас фактически чистая. Ух ты, класс. Прикол. На удивление тепло, ребята. 17 градусов сегодня, я в шоке. Дичь полнейшая. Только что минуса были, а тут вон лето наступило. Ну и раз уж пошла мойка, добью, пожалуй, и это корыто. То есть это последние детали. Здесь я мою обезжиркой. Чугунные клинья. Видите, клинья поломанные. Вот. Тут не хватает элемента. Ну, не знаю, что делать. Может, припаивать буду. Хотя вот тут новый вырез сделан. О, а может быть, в новый вырез как-то это пойдет. Ладно, посмотрим. До этих клинов еще далековато. Надо все навесить, все собрать для начала. Ну и самое интересное, это вот этот барабан. Надо его отмыть и вставить подшипники. Здесь они тоже закрытые будут. Хорошие, качественные. Обезжирка, если что, гоняется по кругу здесь. Она здесь на дне отстаивается, а потом можно ее обратно в стакан заливать. И обратно можно мыть. Вот так это примерно выглядит. Видите, сколько на дне осталось? В углу еще больше скопится. Ну, а так сказать, рабочую жидкость мы можем слить и продолжать работать потом. О, даже не помещается, что ли? Вот это да. Так, а что же делать? Я хотел просто помыть корыто. Надо какую-то мега грязную тряпку, чтобы почистить.
Тряпки из микрофибры беспощадно у меня уходят. Ну, извините, ребята, другими я уже не могу работать. Мне нравятся только такие. Покупаю их в Леруашке, в принципе, не задорого. И, в принципе, мне их надолго хватает. Там 10 пачек хватает, наверное, на пару месяцев. Вот. Пришла пора примерять подшибосы. Ух, какие они жирненькие. Что, от руки, что ли, вставляется? Ну, чуть-чуть. Все, дальше не пошло. Не знаю, как раньше люди жили без токарника. В наше время это просто-напросто невозможно. Не могу себе представить, как можно жить без токарного станка. Вот, все, уперлась. Ха-ха, готово. Это была вторая сторона. Первую я сделал чутка раньше. Попробовал, так сказать. Все, барабан готов. Красавец. Не сильно поюзанный, но хотя видно, где больше всего терлось. London goodbye. Ну что, АТК дает добро или нет? Ну что ж, посмотрим. Ну, вроде бы нормально ты все отмыл. Вроде бы хорошо, вроде бы не за что тебя журить. Так, ой, не выходит. Черт, зачем я это сделал? Не выходит. Похоже, срезать надо. Олежка! Надо срезать срочно. Помогите! Помогите! Уже жду не дождусь, когда смогу выкинуть вот эти толстовки свои. Убил 2 толстовки на станке, ребята. Но пока не доделаю, не могу их выкинуть, потому что буду дальше продолжать убивать. А убил я их на шабрении. Ну и на других грязных работах. Все-таки станки это такое дело не совсем чистое. Надо, наверное, все-таки как положено сначала кисточкой проходить, а потом в конце финишировать валиком. Что-то я тут разошелся. На связи! К нам, да, надо зайти обязательно. Здрасте, с вами Даня Красин. Вот это да! Камеру заслоняете. Съемка ведь. Вы ж, я смотрю, вот тоже в видоками. камеру зайду. Тоже видоками стали, я смотрю, А мы теперь правильно? вообще дико врываемся по блогингу. У нас Чисто сегодня видоки. сходка блогеров. Ну, а правильно. я смотрю, цвет прям одобренный койотом. Прям я зашел, я прям прочувствовал. Тут вообще над вопросом концепции мы думаем. Потому что, скажем так, первоначальная идея была, но потом как бы вот появились вопросики. Решили увеличить ставку. Не-а. Уменьшить. Надо ли нам... Ну вот, ребята, все готово. Представляете? Смотрите, какой классный зеленый нежный цвет получился. Мне, если честно, очень нравится. В металлике я больше станки не крашу. Само по себе это выглядит, конечно, круто, но видеокамера сходит с ума, начинает плавать туда-сюда баланс белого. Ну и как бы это все очень портит картину. Ну, в принципе, если на станке снимать все хорошо, красиво, а если я снимаю где-то в других местах, вы представляете, вот эта серебрянка, этот металлик, он сильно влияет на видео. У меня на этом все. Кому было интересно, а может быть даже и полезно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. И экономьте металл, блядь!